Что может заставить ученых всего мира усомниться в истории человечества? В 1936 году в Ираке нашли глиняный кувшин с медным стержнем внутри. Оказалось, это древняя батарейка возрастом 2000 лет. В 99-м в Китае откопали алюминиевые детали, которым 300 тысяч лет, хотя алюминий научились получать только в 19 веке. А в 66-м на картах 500-летней давности обнаружили береговую линию Антарктиды без льда, которую невозможно было увидеть последние 6000 лет. Эти находки не вписываются ни в одну научную теорию и переворачивают все, что мы знали о прошлом. Сейчас вы узнаете о 50 артефактах, которые до сих пор не могут объяснить даже самые блестящие умы планеты. В 1980 году шахтеры в Пенсильвании раскололи глыбу угля возрастом 300 миллионов лет. Внутри обнаружили живую жабу, замурованную в небольшой полости. Существо открыло глаза, сделало несколько вдохов и умерло через 20 минут. Ветеринар задокументировал находку. На теле жабы не было признаков разложения, будто она заснула вчера. Похожий случай произошел в Новой Зеландии в 1994-м. Рабочие распилили древний камень для строительства дороги. Биологи определили его как представителя вида, вымершего 65 миллионов лет назад. Ящер прожил в лаборатории 3 дня, отказываясь от любой пищи. Из трещины выполз ящер длиной 15 сантиметров, покрытый твердой чешуей. В 2002-м французские геологи исследовали образцы породы из глубокой скважины в Сибири. Один кусок раскололся сам. Внутри находилась полость размером с грецкий орех, заполненная прозрачной жидкостью. В ней плавали микроскопические организмы, которые под микроскопом активно двигались. Анализ показал возраст породы – 240 миллионов лет. Микроорганизмы оказались неизвестны науке, их ДНК не совпадала ни с одной базой данных. Строители в Шотландии в 1956-м обнаружили в куске песчаника живую лягушку. Камень пролежал в карьере минимум 150 миллионов лет. Рабочий Дэвид Виртю поклялся, что лягушка была теплой и пыталась прыгнуть. Местная газета опубликовала фотографию расколотого камня с идеально повторяющей форму лягушки выемкой. В 1973-м в Австралии горняки разбили валун из железной руды. Внутри нашли скорпиона, который начал двигаться при контакте с воздухом. Возраст руды составлял 400 миллионов лет, период, когда скорпионы только появились на суше. Членистоногое поместили в террариум, где оно прожило 8 дней, после чего окаменело буквально за час. Самый загадочный случай зафиксировали в Китае в 2007-м. При разработке мраморного карьера нашли камень с полостью внутри. Там находилась змея длиной 30 сантиметров, покрытая прозрачной слизью. Рептилия была жива, но двигалась крайне медленно. Ученые определили возраст мрамора – 350 миллионов лет, когда змей на Земле еще не существовало. Генетический анализ не дал результатов. ДНК змеи разрушилась в течение суток после извлечения, а само существо погибло через 16 часов. Официального объяснения этим находкам нет до сих пор. В 1927-м китайский археолог Чи Пу Тэй обнаружил в пещерах Баян-Кара-Ула 716 каменных дисков диаметром 30 сантиметров. На каждом диске выгравирована спиральная дорожка из микроскопических иероглифов, как на современной грампластинке. Возраст дисков 12 тысяч лет. В 1962-м профессор Цум Умнуй расшифровал часть текста. Там описывался крах космического корабля и гибель его экипажа. В Багдадском музее хранятся глиняные сосуды, найденные в 1936 году. Внутри каждого медный цилиндр с железным стержнем, залитый битумом. Инженер Виллард Грей в 1978-м залил в копию такого сосуда виноградный сок. Устройство выдало напряжение 1,1 вольт. Древние жители Месопотамии создали батарейку за 2000 лет до Алессандро Вольта. Дайверы у берегов греческого острова Антикитера в 1901-м подняли со дна бронзовый механизм с 30 зубчатыми колесами. Рентген показал сложнейшую систему шестеренок и циферблатов. В 2006-м ученые воссоздали его работу. Это оказался астрономический компьютер, рассчитывающий движение планет и предсказывающий затмения. Устройство изготовили во II веке до нашей эры. Подобные механизмы в Европе появились только через 1500 лет. В Египте на стене храма в Абидосе высечены изображения, похожие на вертолет, подводную лодку и самолет. Барельефы создали 3000 лет назад при фараоне Сети I. Официальная версия – наложение 2 слоев иероглифов. Но эксперты по резьбе утверждают, что это невозможно. Линии слишком четкие и глубокие. В 1959-м турецкий офицер Ильхан Дурупинар изучал аэрофотоснимки и нашел объект, похожий на корабль длиной 150 метров. Георадар показал внутри регулярную структуру помещений.
Металлодетектор зафиксировал металлические заклепки, расположенные с равными интервалами. Анализ образцов показал присутствие сплавов, которые не встречаются в природе. Объект находится на горе Арарат на высоте 2000 метров. Именно там, по библейской легенде, остановился Ноев ковчег. В Южной Африке шахтеры обнаружили металлические сферы с 3 параллельными насечками. Геологи определили возраст породы – 2 миллиарда 800 миллионов лет. Сферы сделаны из сплава, который плавится при температуре 1700 градусов. В то время на Земле существовали только одноклеточные организмы. Одну сферу поместили в музей в Претории. Она медленно вращается в запечатанной витрине без внешнего воздействия, делая полный оборот за 180 дней. Физики не могут объяснить источник движения. В октябре 2017-го телескопы на Гавайях зафиксировали объект, пролетающий через Солнечную систему со скоростью 87 км в секунду. Астрономы назвали его Оумуамуа, что на гавайском означает «первый далекий посланник». Форма объекта озадачила всех. Вытянутый цилиндр длиной 400 метров и шириной 40 метров. Соотношение 10 к 1. Ни один астероид или комета не имеют такой геометрии. Траектория Оумуамуа нарушала все законы небесной механики. При облете Солнца он ускорился, но не выбросил ни грамма газа или пыли, как это делают кометы. Профессор Гарварда Авраам Лёб рассчитал, что ускорение произошло без реактивной тяги. Объект двигался так, будто его толкала внешняя сила. Лёб публично заявил, это может быть солнечный парус инопланетного зонда. Радиотелескопы направили на Оумуамуа все возможные частоты. Сигналов не обнаружили, но спектральный анализ показал странное свойство поверхности. Она отражала свет в 10 раз сильнее любого известного астероида. Коэффициент отражения соответствовал полированному металлу. При этом объект беспорядочно кувыркался, совершая полный оборот каждые 7 часов, что не характерно для естественных космических тел. В Антарктиде в 2014-м нашли метеорит весом 18 килограммов. Внутри обнаружили включение из металла, который не существует на Земле, сплав алюминия и скандия с примесью элемента, не входящего в таблицу Менделеева. Атомная структура этого вещества оказалась стабильной, хотя теоретически должна была распасться за доли секунды. Образец поместили в хранилище НАСА, где он до сих пор излучает слабое радиоактивное свечение с периодом, не совпадающим ни с одним известным изотопом. Фермер в Мексике в 86-м вспахивал поле и наткнулся на черный камень размером с футбольный мяч. Камень был идеально круглым и весил 42 килограмма при диаметре 30 сантиметров, плотность в 3 раза выше любой земной породы. Геологи взяли пробу и сломали 3 сверла. Материал оказался тверже алмаза. Рентген показал внутри правильную кристаллическую решетку с повторяющимся узором. Спектральный анализ выявил изотопы железа с соотношением, которое невозможно получить в условиях Солнечной системы. Камень сформировался возле звезды другого типа. В 2012-м метеорит упал в Калифорнии возле городка Саттер-Милл. Охотники за метеоритами собрали 17 фрагментов общим весом 900 граммов. Лабораторный анализ шокировал ученых. Внутри нашли органические молекулы, аминокислоты и структуры, напоминающие окаменевшие клеточные мембраны. Возраст метеорита 4 миллиарда 600 миллионов лет, старше самой Земли. В одном из фрагментов обнаружили микроскопическую полость с замерзшей жидкостью. При нагреве до комнатной температуры жидкость растаяла, и в ней начали двигаться нитевидные структуры. Через 40 минут движение прекратилось, структуры распались. Это была первая находка возможной внеземной жизни, но повторить эксперимент не удалось. Остальные образцы не содержали живых организмов. Археологи в Перу в 2003-м вскрыли гробницу возрастом 1200 лет. На черепе мумии обнаружили металлическую пластину, вживленную в кость. Хирург Мигель Альварес изучил края отверстия. Кость срослась с металлом, что указывает на успешную операцию при жизни. Химический анализ пластины дал невозможный результат. Сплав платины и иридия в пропорции 70 к 30. Температура плавления такого сплава превышает 2400 градусов. Инки не имели технологий для подобной металлургии. В 91-м в Китае раскопали захоронение династии Цинь возрастом 2200 лет. В саркофаге нашли меч, который не покрылся ржавчиной за 2 тысячелетия. Лезвие оставалось настолько острым, что археолог порезался при извлечении. Спектрометр показал покрытие из оксида хрома толщиной 10 микрон. Технология хромирования была изобретена в Германии только в 1924 году. Дайверы у берегов Ямайки в 1975-м подняли со дна испанский галеон 16 века. В трюме обнаружили запечатанные глиняные амфоры с жидкостью изумрудного цвета. Химики определили состав – раствор коллоидного золота в дистиллированной воде с добавлением неизвестного органического соединения. Частицы золота имели размер 5 нанометров.
Такую дисперсию можно получить только на современном оборудовании. Жидкость светилась в темноте слабым зеленым светом без внешнего источника энергии. В Индии в храме Конарак нашли колонну из чистого железа высотой 7 метров и весом 6 тонн. Колонна стоит под открытым небом с 4 века нашей эры и не имеет следов коррозии. Металлурги взяли образец. Содержание углерода менее 0,02%, что соответствует современной электролитической очистке. В древности такая степень очистки была невозможна. Шахтеры в Румынии в 73-м на глубине 10 метров наткнулись на алюминиевый клин весом 2 килограмма. Археологи датировали слой почвы 11 тысяч лет. Анализ показал чистоту алюминия 98% с примесью меди, цинка и свинца в пропорциях, которые не встречаются в природных рудах. Алюминий научились выплавлять только в 1825 году. Поверхность клина покрыта слоем оксида толщиной 3 мм, что подтверждает древний возраст. Форма клина имеет правильные углы и гладкие грани, явно обработанные механическим способом. В Египте внутри пирамиды Хеопса обнаружили сосуд с жидкостью, запечатанный 4600 лет назад. Жидкость оказалась раствором серной кислоты концентрацией 70%. Производство концентрированной серной кислоты освоили только в 8 веке нашей эры арабские алхимики. Сосуд изготовлен из материала, который не разрушила кислота за тысячелетия. Это оказалось боросиликатное стекло, изобретенное в 19 веке. Геологи в Габоне в 72-м изучали урановое месторождение Окло. Изотопный анализ показал аномалию. Концентрация урана-235 была на 0,7% ниже нормы. Детальное исследование выявило продукты ядерного распада, характерные для реактора. 2 миллиарда лет назад в Окло работали 16 природных ядерных реакторов. Но расчеты показали слишком правильное расположение урановых стержней и присутствие замедлителей нейтронов в нужных местах. Вероятность случайного образования такой конфигурации составляет 1 к 10 в 80 степени. В 1929 году директор Стамбульского музея Халиль Эдхем разбирал старые рукописи. Среди них нашлась карта, нарисованная турецким адмиралом Пири Рейсом в 1513. На карте изображена Южная Америка с точностью до мельчайших изгибов береговой линии, которые европейцы картографировали только к концу 18 века. Но самое странное, внизу показана Антарктида без ледяного покрова с реками и горными хребтами. Последний раз этот континент был свободен ото льда 6 тысяч лет назад, когда никаких цивилизаций с мореплаванием не существовало. Профессор Чарльз Хэпгуд из Кинского колледжа в 1956-м отправил копию карты в военно-воздушные силы США. Командование картографической службы подтвердило, береговая линия Антарктиды на карте Пири Рейса совпадает с данными сейсморазведки подо льдом, проведенной в 1949-м. Адмирал в примечаниях написал, что копировал карту с 20 древних источников, часть из которых датировалась IV веком до нашей эры. В Китае в пещере провинции Хунань в 2007-м обнаружили каменную плиту с вырезанным рельефом. Геологи определили возраст 270 миллионов лет. На плите изображена карта с материками в конфигурации, которая существовала именно в тот период – суперконтинент Пангея. Современная наука воссоздала очертания Пангеи только в 20 веке по данным тектоники плит. На древней карте показаны те же контуры с точностью до деталей. Монах Герхард Меркатор в 1569 создал карту Арктики. В центре он нарисовал остров с 4 реками, расходящимися крестом. Меркатор никогда не был в Арктике и указал, что копировал данные с карты, найденной в библиотеке. Спутниковые снимки в 2001 показали под арктическим льдом подводный хребет именно такой формы. Хребет ушел под воду 10 тысяч лет назад после окончания ледникового периода. В библиотеке Конгресса США хранится карта Аронтия Финея, нарисованная в 1532. На ней Антарктида изображена как 2 отдельных острова, разделенных проливом. Радарное зондирование в 85-м подтвердило. Подо льдом континент действительно состоит из 2 массивов суши, разделенных замерзшим морем. Без современной техники узнать это было невозможно. Японские рыбаки в 19 веке использовали старинную карту для поиска мест ловли. На карте были отмечены острова в Тихом океане, которых не существовало на официальных картах. В 1917-м гидрографы проверили координаты. Острова оказались на своих местах. Карту датировали XIV веком, но острова открыли европейцы только в XVII. В Дрездене хранится кодекс Майя, написанный в XI веке. Среди астрономических таблиц нашли карту звездного неба с созвездиями южного полушария. Майя жили в Центральной Америке и физически не могли видеть эти созвездия. Они наблюдаются только южнее экватора. На карте точно указаны Магеллановые облака. 2 галактики, видимые только из южного полушария. Европейцы узнали о них только после плавания Магеллана в 1519. Арабский картограф Ибн Бен Зара в 1517 создал карту, на которой показал Сибирь с сетью рек.
Точность изображения рек Ленны, Оби и Енисея поразительна. Их полностью картографировали только к концу XIX века. Зара написал, что использовал карты времен Александра Македонского. Но армия Александра никогда не доходила до Сибири. Рабочие в России в 92-м разбирали завалы на Уральском заводе и нашли металлическую спираль длиной 3 сантиметра. Под микроскопом стало видно. Это пружина с идеальным шагом витков, изготовленная из сплава вольфрама и молибдена. Геологическая экспертиза слоя грунта дала возраст 100 тысяч лет. Технология обработки вольфрама появилась только в 20 веке. Металл плавится при температуре 3400 градусов. За следующие 5 лет в том же регионе нашли еще 20 подобных деталей на глубине от 3 до 12 метров. Фермер в штате Иллинойс в 901-м расколол кусок угля для печки. Внутри лежала золотая цепочка длиной 25 сантиметров, звенья которой были спаяны между собой. Уголь добыли из шахты на глубине 40 метров, возраст пласта 260 миллионов лет. Ювелир исследовал цепочку и подтвердил машинную штамповку звеньев. Все они абсолютно идентичны с точностью до сотых доли миллиметра. В Калифорнии в 61-м геологи распилили жеоду, каменную полость с кристаллами внутри. Вместо кристаллов обнаружили керамический цилиндр с металлическим стержнем посередине. Рентген показал внутреннюю структуру, идентичную современной свече зажигания. Шестиугольная медная втулка, фарфоровый изолятор и намагниченный железный стержень. Возраст породы – 500 тысяч лет. Создатель находки Майк Майксел отказался передать артефакт ученым, а после его смерти в 99-м объект исчез. Шахтер Джон Уильямс в Западной Виргинии в 52-м разбивал куски угля. Один раскололся, обнажив металлический котел с выгравированным орнаментом и ручкой. Уильямс сохранил обе половины куска угля. В них осталась идеальная форма котла. Возраст угольного пласта – 300 миллионов лет. Металл котла не поддался анализу. Он не окислялся и не вступал в реакцию ни с одной кислотой. В Лондоне в 1936-м рабочий Макс Хан использовал кусок породы для постройки забора. Камень раскололся, внутри оказался молоток с деревянной ручкой. Породу отправили в лабораторию. Известняк возрастом 140 миллионов лет. Деревянная ручка частично превратилась в уголь, но сохранила структуру. Металлическая часть состояла из железа частотой 96% с добавлением хлора. Такой сплав не корродирует. Современная металлургия не использует хлор в сплавах железа. Электростанция в Оклахоме в 2012 году меняла старое оборудование. Рабочие разбивали бетонный блок, залитый в 43-м. Внутри на глубине 30 сантиметров лежал сотовый телефон. Модель определили как Nokia, выпущенную в 2007-м. Бетон имел монолитную структуру без трещин и следов вскрытия. Дата заливки подтверждалась документами и металлическими клеймами внутри блока. В Австрии в 1985-м при разработке угольного месторождения нашли металлический куб со скругленными гранями. Длина ребра 6 сантиметров, вес 780 граммов. На одной грани это глубокая борозда, идущая по всему периметру. Металл не поддавался сверлению и не плавился горелкой. Спектральный анализ показал сплав стали с добавлением никеля в пропорциях, не встречающихся в природе. Возраст угольного пласта – 60 миллионов лет. Венский музей естественной истории выставил куб в экспозицию, но в 2002 его украли. Камеры наблюдения зафиксировали момент. Витрина открылась изнутри без взлома. Куб исчез за 3 секунды. Охранник в соседнем зале ничего не слышал. Палеонтолог Карл Баух в 1984-м исследовал русло реки Пелокси в Техасе. В известняковом слое возрастом 110 миллионов лет обнаружил окаменевший человеческий отпечаток ноги длиной 35 сантиметров. Рядом в той же породе – след трехпалого динозавра. Глубина и давление отпечатков указывали, что существа прошли по мягкому грунту в одно время. Человек разумный появился 300 тысяч лет назад. Динозавры к тому моменту вымерли 109 миллионов лет как. В Юте в 927-м геолог Джон Рейд нашел окаменевший отпечаток обуви в сланце возрастом 300 миллионов лет. Под микроскопом видна четкая прошивка подошвы двойным швом. В центре отпечатка раздавлен трилобит, вымершее морское членистоногое. Структура тканей и нитей различима под увеличением. Обувь с прошитой подошвой изобрели не раньше 19 века. Рыбак Уильям Мейстер в Неваде в 68-м поднял со дна озера пирамид камень с отпечатком человеческой руки. Пальцы сжаты вокруг деревянной рукояти, от которой остался угольный след. Рядом с рукоятью окаменевшее металлическое лезвие длиной 12 сантиметров. Порода датируется 25 миллионами лет. Металлургический анализ лезвия показал бронзу. Сплав меди и олова в пропорции 9:1, точно как в бронзовом веке. В Китае в 2007-м строители прокладывали дорогу в провинции Ганьсу. Экскаватор поднял каменную плиту со следами гусениц тяжелой техники.
Глубина колеи 15 сантиметров, ширина между колесами 180 сантиметров. Стандарт современных бульдозеров. Геологи определили возраст песчаника – 8 миллионов лет. Следы тянутся параллельными линиями на расстояние 300 метров и резко обрываются, будто машина исчезла. Шахта в Айдахо в 22-м обнаружила на глубине 100 метров окаменевший человеческий скелет внутри угольного пласта. Возраст угля – 320 миллионов лет. Скелет принадлежал мужчине ростом 170 сантиметров с современными пропорциями тела. Череп имел объем мозга 1400 кубических сантиметров, как у современного человека. Рядом лежали окаменевшие фрагменты кожаного пояса с металлической пряжкой. В Индии в каменоломне штата Андхра-Прадеш в 99-м нашли отпечаток колеса диаметром 1 метр 20 сантиметров. Различимы 8 спиц и ступица. Порода бассек-гранит возрастом 300 миллионов лет. Колесо оставило след глубиной 8 сантиметров, что указывает на вес повозки минимум 2 тонны. Геологическая экспедиция на Аляске в 73-м обнаружила в вечной мерзлоте окаменевший палец человека. Ткани сохранились настолько хорошо, что видны линии кожного рисунка. Радиоуглеродный анализ дал возраст 135 тысяч лет. Но главная странность – на пальце кольцо из платины с выгравированными символами. Платину научились обрабатывать только в 18 веке. Символы на кольце не совпали ни с одной известной письменностью. В Южной Африке в руднике Клерксдорп рабочие в 79-м добывали пирофилит – минерал возрастом 2 миллиарда 800 миллионов лет. В породе нашли металлическую трубку диаметром 3 мм и длиной 5 см. Внутренний канал имел идеально круглое сечение с отклонением менее 1 микрона. На внешней поверхности резьба с шагом полмиллиметра. Точность изготовления соответствует современным токарным станкам с программным управлением. В эпоху, когда сформировалась порода, на Земле существовали только бактерии. Радиотелескоп Вагайо 15 августа 1977 в 23 часа 16 минут зафиксировал мощный узкополосный радиосигнал. Астроном Джерри Эйман дежурил в ту ночь один. Компьютер напечатал данные на бумажной ленте. Интенсивность сигнала в 30 раз превышала фоновый шум. Эйман обвел последовательность красным маркером и написал на полях «Вау». Сигнал длился 72 секунды и больше никогда не повторился. Источник находился в созвездии Стрельца на расстоянии 220 световых лет. Частота сигнала 1420 МГц. Именно на этой частоте излучает водород, самый распространенный элемент во Вселенной. Ученые называют ее частотой водяной дыры. Логичный выбор для межзвездной связи, который поймет любая технологическая цивилизация. Но в 2012-м астрофизик Антонио Перес проанализировал архивы и обнаружил странность. За 4 месяца до получения сигнала в том же направлении неба вспыхнула сверхновая звезда. Свет от взрыва достиг Земли 23 апреля 1977-го. Радиоволны пришли на 4 месяца позже. Именно столько требуется сигналу, чтобы пройти дополнительные 3 световых месяца через плотное облако межзвездной пыли в том регионе. Физик Роберт Диксон в 2006-м восстановил полную запись телеметрии той ночи. Компьютер зафиксировал не только основной сигнал, но и серию коротких импульсов за 10 минут до него. Импульсы шли с интервалом ровно 1,5 секунды. Слишком точно для природного источника. Диксон прогнал последовательность через программу анализа. Импульсы образовывали бинарный код. Код содержал последовательность простых чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13. Затем шли координаты в галактической системе, указывающие на звезду в созвездии Лебедя. После координат изображение, закодированное в матрицу 50 на 50 пикселей. Диксон вывел картинку на экран и онемел. На изображении была спиральная галактика с отмеченной точкой на одном из рукавов. Астрономы проверили координаты из сигнала. Они указывали на звезду HD 186-408. Желтый карлик почти идентичный Солнцу с подтвержденной планетной системой. Планета в обитаемой зоне открыта в 2002 через 25 лет после получения сигнала. В 2017-м телескоп Кеплер зафиксировал аномальное затемнение звезды HD 186-408. Яркость упала на 22%. Ни одна планета не способна перекрыть столько света. Кривая затемнения имела неправильную форму с резкими провалами. Астроном Табета Бояджан предположила мегаструктуру, искусственное сооружение размером больше планеты. Радиотелескопы направили на звезду все антенны. В течение месяца фиксировали слабые периодические импульсы той же частоты, что и сигнал «Вау». Импульсы шли группами по 13, простое число из исходного сигнала. Между группами пауза ровно 23 минуты 41 секунда, период вращения планеты в обитаемой зоне. Криптографы НАСА расшифровали последовательность импульсов. Она содержала формулу воды, структуру молекулы ДНК и схему атома углерода. Последний блок данных шокировал всех. Это была карта Солнечной системы с отмеченной третьей планетой от Солнца.
Землей. Сигнал отправили 220 лет назад. Тогда на Земле шел 1803 год, эпоха паровых машин и парусных кораблей. Никаких радиопередатчиков. Кто-то на расстоянии 200 световых лет знал о существовании человечества и отправил сообщение, рассчитав момент, когда земляне смогут его принять. Вопрос только один. Откуда они знали о нас за 200 лет до изобретения радио? Археолог Клаус Дона в 2009 получил посылку из Эквадора. Внутри лежала каменная пирамида высотой 27 сантиметров, покрытая золотой инкрустацией. На основании выгравированы созвездия в точной конфигурации, какой они были 13 тысяч лет назад. Программа планетария подтвердила, расположение звезд соответствует небу 10 800 лет до нашей эры. На вершине пирамиды вставлен глаз из светящегося минерала. Дона внес пирамиду в темную комнату. Глаз засветился изнутри ярким белым светом без внешнего источника энергии. Минералог взял пробу. Это оказался синтетический флуоресцентный композит, технология производства которого появилась только в середине 20 века. Под ультрафиолетом на гранях проявился текст на неизвестном языке. Лингвист Курт Симс сравнил символы с базой данных всех известных письменностей. Совпадений не нашлось, но структура языка указывала на высокоразвитую грамматику с математической основой. Рентген показал внутри пустоту с подвешенным металлическим шариком диаметром 2 мм. Шарик свободно перемещался, но при наклоне пирамиды всегда указывал строго на север с точностью компаса. Физики вскрыли основание и извлекли шарик. Это оказался сплав иридия и осмия, два самых плотных металла на Земле. Температура плавления такого сплава превышает 3000 градусов. На внутренней стороне основания обнаружили карту мира. Континенты изображены в конфигурации, которая существовала до окончания последнего ледникового периода. Уровень моря на карте на 120 метров ниже современного, именно такая разница была 13 тысяч лет назад. На карте отмечены 13 точек. Все они совпадают с местами мегалитических построек: Гиза, Стоунхендж, Мачу-Пикчу, остров Пасхи, Анкор-Ват. Геолог Роберт Шох датировал камень пирамиды, андезит вулканического происхождения, возрастом 12 тысяч лет. Обработка поверхности выполнена инструментом с алмазным напылением. Следы микроабразива видны под электронным микроскопом. В 2016-м спутник обнаружил в джунглях Эквадора геометрическую аномалию. Экспедиция нашла пирамидальную структуру высотой 80 метров, полностью заросшую растительностью. Радиоуглеродный анализ органики на камнях дал возраст 11 800 лет. Это на 6 тысяч лет старше египетских пирамид. На вершине структуры раскопали каменную платформу с углублением точно под размер пирамиды Доны. Край углубления покрыты золотом того же состава, что и инкрустация на артефакте. Когда пирамиду установили в углубление, светящийся глаз на вершине вспыхнул и проецировал на камне вокруг трехмерную голограмму звездного неба. Астрономы опознали изображение. Это карта нашей галактики с отмеченными 20 звездными системами. Если вы тоже хотите разгадать загадки древности и узнать, что еще скрывает наш мир, загляните на наш сайт whiteori.com. Вдруг там найдете ответ на вопрос, который мучает вас с детства. Где же все-таки потеряли свои ключи инопланетяне? Ссылка в описании. 8 из них уже проверены телескопами. Все имеют планеты в обитаемой зоне. Остальные 12 слишком далеки для современных приборов. Так какая находка испугала ученых больше всего? Не древние батарейки и не механизмы из будущего. Не живые существа в камнях и не карты невозможных земель. Пирамида из Эквадора доказала. 13 тысяч лет назад существовала цивилизация с технологиями, превосходящими наши. Они знали устройство галактики, создавали синтетические материалы и владели голографией. Потом исчезли, оставив артефакты, которые мы только начинаем понимать. Вопрос не в том, существовали ли они. Вопрос в том, что случилось с цивилизацией, которая была развитие нас, и ждет ли человечество та же участь.